Этого не должно было случиться. В аэропорту Инчхона Тэйон и Чонгук должны были разойтись, но они этого не сделали. Вместо этого они остановились. Они ждали, отказываясь отпускать друг друга. То, что произошло за эти несколько секунд, изменило все. И теперь армия вокруг мира требует объяснений. И поначалу никто этого не заметил. В аэропорту Инчхон было шумно и хаотично. Щелкали затворы камер, персонал выкрикивал инструкции, фанаты затаили дыхание за барьерами. Тэйон и Чонгук шли бок о бок, как это было бесчисленное количество раз. Для внешнего мира это выглядело нормальным, контролируемым, как будто они следовали сценарию. Но что-то пошло не так. Я думаю, они дошли до того, что сотрудники обычно разделяли их по разным направлениям, по разным графикам. Чонгук замедлился всего на полшага. Едва заметно, но Тэйон почувствовал это мгновенно. Он остановился. Персонал замер. Один из менеджеров жестами указал вперед, тихо призывая их двигаться дальше. Камеры приблизились, ожидая обычное четкое разделение. Так оно и было. Только на этот раз никто из них не двинулся с места. Тэйон первым повернул голову. Выражение его лица не было драматичным, это не было преувеличением, это было спокойно, но твердо, как после принятия решения. Чонгук не сделал посмотреть на камере. Он не смотрел на персонал. Его взгляд был прикован к Тэйону. Его челюсть напряжена, его плечи напряжены, словно готовясь к драке. Прошли секунды. Для большинства людей это бы ничего не значило. Для армии это значило все, потому что это не было колебание, это был отказ. Сотрудник подошел ближе, понизив голос, напоминая им о плане. Тэйон кивнул, но не пошевелился. Вместо этого его рука слегка двинулась, и Чонгук это заметил. Не схватить, не сжать, но заземление. Чонгук выдохнул, выглядит так, будто весь день задерживал дыхание. И затем, не говоря ни слова, он подошел ближе к Тэйону, а не от него. Именно этот момент позже будет заморожен онлайн. Поклонники повторяли его снова и снова, задавая один и тот же вопрос. Почему они не расстались? Потому что с этого момента все изменилось. Камеры запечатлели неподвижный, невозмутимый взгляд Тэйона, как будто он точно знал, как это будет выглядеть, как будто он уже принял последствия. Выражение лица Чонгука, напротив, выдавало все – конфликт, эмоции и что-то опасно близкое к облегчению. Они стояли там вместе, окруженные давлением, ожиданиями и правилами, которые всегда диктовали их действия. И впервые за долгое время они не были, следуя за ними. Армии сразу это заметили. Видео появилось в социальных сетях в течение минут. Замедленный монтаж, крупные планы, сравнение с прошлыми моментами в аэропорту, когда они сразу расстались бы, не задумываясь. «Это другое», — написали фанаты. «Они выбирают друг друга». Другие говорили: «Разве они нам не сказали?» Требовали миллионы. Потому что отказ, особенно молчаливый отказ, никогда не бывает случайным. В аэропорту Инчхон Тэйон и Чонгук не просто отказались расстаться, они отказались притворяться. Момент не закончился, когда они наконец пошли. Это то, что большинство людей неправильно поняли. Тэйон двинулся первым, но не дистанцировался. Он скорректировал шаг, чтобы Чонгук остался близко. Близко, намеренно. Расстояние, которое должно было увеличиться между ними, никогда не делало. Сотрудники обменялись быстрыми взглядами. Структура разрушилась только достаточно, чтобы почувствовать себя неправыми, и армии это почувствовали. Потому что когда айдолы следуют плану, все выглядит гладко, полировано, незаметно. Когда они этого не делают, каждый шаг кажется тяжелым. Руки Чонгука были сцеплены по бокам. Не нервность, но контролируемость, как будто пытаясь не реагировать, потому что реагировать означало бы раскрыть слишком многое. Его взгляд поднялся на мгновение, встретив Тэйона. Не с улыбкой, не с шуткой, просто понимание. Этот единственный взгляд сказал больше, чем любое пресс-сообщение. Они знали, что камеры там были, они всегда знали, но на этот раз они не играли для них. Взгляд Тэйона был выпрямлен вперед, челюсти сжаты, поза спокойна, но непреклонна. Это была поза человека, который уже перешел черту и решил, что оно того стоит. За барьерами фанаты начали шептаться, телефоны тряслись, комментарии в прямом эфире взорвались. Почему они все еще были вместе?
Это разрешено? Что-то происходит? Охранники снова тихо попытались увеличить дистанцию. Маленький шаг вперед, тихий сигнал. Чонгук заметил это и замедлил еще больше. Это не было проблемой. Это была лояльность. И лояльность, демонстрируемая публично, опасна, потому что как только люди увидят это, они не могут забыть об этом. Тэйон не подал руку, ему это не нужно было. Он просто остался. Это было его заявление. Оставаться, когда ожидается отъезд. Стоять твердо, когда разлучение является обычным. Вот почему, когда они подошли к машинам, напряжение было таким сильным, что оно может быть удушающим. Двери открылись, инструкции были даны. На этот раз они повиновались, но даже тогда Чонгук помедлил, прежде чем войти.